Или вообще сделала так, что не видно. Такой, и так сойдет. Не, со вспышкой нормально. Чё? Покажи. Бля, я с этими мелкими экранами думаю, это настолько мелко или у меня зрение ухудшается? Что? Здравствуйте, мои хорошие. Всем здравствуйте. Вот мы вернулись. Мы вышли на новый формат. Да. Видеоформат. Теперь вы увидите, Но. кто это говорит. Все. Но. Во-первых, Следственному комитету надо знать своих героев. Это Но мы первое. еще ничего не получаем, поэтому... У Поэтому тебя пока это петличка, без- мне кажется, волосы закрывают. И? Что? ну, А все равно же звук-то идет. Да, но он может шуршать. Да. Вот. Ну, В ладно, общем, допустим. но все, кто слушают, все, где мы выкладываем, вы не узнаете, где мы выкладываем видеоверсию, вам еще поискать надо. Доступ только через МФЦ на госуслугах. Вот. Чтобы правоохранительные органы понимали, кто Сразу. контингент, кого надо брать. Вот. Поэтому как бы это первое. Во-вторых, Сабина, что произошло за год? За год много чего произошло. Мы уже на финишной прямой нашего учебного заведения или жизни. Пока еще не определились. Сгорит оно или нет? Пока мы не знаем. Вот. Ну, пока мы выпустимся, ну, пока мы выпустим это видео, подкаст, будем точно знать, мы И живы или нет. аудиоподкаст мы будем И также аудио, во да. всех площадках. Все, вот, поэтому как бы все у нас хорошо. Ну что, у меня плюс-минус аналогичная ситуация, но из плюсов теперь, моя хорошая, как бы мы будем выходить сразу на множество стран на разных языках. Пусть этот афик узнают во всем мире, правильно? Правильно, поэтому мы растем. Мы развиваемся. Наши подкасты будут захватывать новые вершины. Не власть. Вершины. Бить новое дно. Новый международный теперь Опускаться скандал. дальше. Конечно. Искать информацию там, где ее не надо искать. Развивать те темы, которые многие хотят промолчать. Но мы будем говорить. Нас не остановить. Пусть говорят. Ну, у нас будет множество языков. Теперь мы как бы выходим на формате международного плана сразу 10 плюс языков. Точное количество сейчас пока еще неизвестно, но как бы мы развиваемся, мы стараемся. Также, если те, кто русскоязычные, наши слушатели, пользователи, на всех площадках также будет везде все выходить, как и договаривались в прошлом году. Вот, обещали, конечно, устроить подкаст намного раньше, но как бы... Ну, так сложились карты. Да, вышел только новогодний спешл. Он также будет, скорее всего, переводиться сразу на несколько языков. Почему бы нет? Ну да, это реально должны многие услышать. В принципе, проблемы общества, они не только на нашем языке, но и на других тоже затрагиваются, потому что мы рассматриваем ту часть информации, которая затронула бы многих. Мы не берем какую-то узконаправленность. Да. Да. Первая же тема, на самом деле, очень важная. У нас сразу будет 2 выпуска насчет этого всего. Это в целом об отношениях людей. Ну, в романтическом плане. Взаимоотношения людей, Да, в в романтическом, семейном, Да без каком-либо разницы. еще Без плане. разницы. Тут дело в том, что мы берем такой аспект, что по статистике люди начали выбирать как удобнее. Да. То есть теперь, неважно, мальчик или девочка, ему легче выбрать что-то менее перспективное, что-то менее красивое, что-то менее... Чтобы было удобно, чтобы не надо было париться и как-то развиваться, как-то Да. стараться быть лучше. Да, Нет, мы возьмем то, что попроще. но при этом всем есть такой момент, что точно не уйдет.
точно не найдет замену, точно еще что-то, точно еще что-то. Но при этом всем как бы это вообще не гарант. Да, потому что любой человек может просто раз и уйти. Даже Да. банально сдохнуть. Ну, это как бы да. В связи с этим, в целом, ты за или против такой политики? Если честно, эта политика, я бы сказала, в деградации. Это не политика развития, роста над собой. Это политика деградации, потому что чем человеку проще, тем его мозг становится все ленивее и ленивее. Потому что мозг у нас существо такое, да, орган, существо такое, что оно не хочет работать на самом деле. Дай ему недельку отпуска полноценного, где ты ни хрена не будешь делать и залипать в ютубчике, ты просто обленишься, не знаю насколько. У каждого, конечно, разные показатели, но на самом деле это так. Просто это реально медицинский факт, что надо всегда развивать свои мозги, иначе тебя достигнет Альцгеймер, деменция. Это научно доказанные факты. Мгм. Мгм. Хорошо. В общем, позиция довольно, в целом довольно понятная, и, к примеру, просто я не в такой как бы определенной вот понятной позиции. То есть, ну, в плане того, что надо что попроще найти, надо что еще что-то. Но я это так часто слышу среди окружения, то есть, типа, будь с теми, кто твоего уровня. Это для меня в целом какая-то непонятное вообще словосочетание, потому что когда я пытался разузнать, что такое быть твоего уровня, ну, что человека твоего уровня, в итоге оказалось, что твоего уровня это, что ты чего-то добиваешься до определенного возраста, и что удивительно, этот возраст не там 30, не 40 лет, а это возраст, к примеру, там 20, 21, 25, то есть от 20 до Ну, 25. И надо искать такого же уровня человека. Все. То есть, и как будто у всех дальше нету понятия развития данного человека, ну, самого себя даже. да. И сколько раз я слышал о том, что очень важно сразу семья. Причем это такая интересная градация. Я думал, что это только какая-то повестка телеканалов, скажем так. Как итог, это оказалась повестка в целом многих Да. людей с позиции того, что ну надо сейчас семью сразу сделать, сразу ребеночка родить надо сразу. И как бы вот уже как-то вот, ну, просто жить себе спокойно. И, честно говоря, для меня это была какая-то утопия, которая я думал, что это какая-то позиция довольно с плохой демографией. Если что, те, кто на разных языках, у нас в России плохая демография, об этом говорят везде. И государственные органы, и как бы, ну, органы власти, и по телеканалам, и причем даже развлекательные телеканалы тоже начали об этом довольно серьезно говорить. Мгм. И при этом всем мое окружение тоже взяло какую-то такую позицию. И окружение моего возраста, что меня очень сильно смущает. Не, я вот могу объяснить вот эту, так сказать, направление, траекторию, потому что на самом деле это идет от семьи, от родителей, от родственников. Зачастую на нашем поколении вот этого 20-25 лет люди, ну, родственники, родители, они постсоветского пространства и в некоторых случаях советского. Там было поднятие демографии, ты должен достичь чего-то, и причем в определенный вот промежуток времени, вот как раз-таки 20-25 лет, как раз-таки многие в СССР уже имели стабильную работу, там они собирались работать долго, и почему пошло сейчас такая градация, что надо своего уровня искать? Ну, это смотрится с той части, с того момента, что, ну, например, ты добился чего-то там, от образования, например, получил вышку. То есть ты должен найти человека с такой же вышкой. Мгм. Может быть, типа, если это позволяет твои мозги, ну, выше, магистратура, к примеру, но никак не ниже, потому что если ты ниже выбираешь, ну, если человек, например,
плюс-минус твоего возраста и старше тебя, если он будет ниже тебя образованием, это будет сложно, это будет кошмарно. Возможно, в плане девушек это прокатывает, потому что у нас более лояльное отношение к девушкам, типа, опять-таки, поднятие демографии, рождения и так далее. Поэтому девушек на самом деле сильно гнаться за знаниями не заставляют. Мужчин стараются загнать под образование, многие родители в том числе, из-за того, чтобы рано не забрали в армию. Вот, если так взять. Многие, так сказать, наши ровесники, они могут даже не тянуть образование в вышке, но при этом они все равно там отсиживают пару, ну как отсиживают, точнее, в журналах числятся, но не приходят. Вот. Это такие люди, которые хотят не попасть в армию. Вот. Ну и плюс получить корочку, чтобы вдруг меня смогут повысить на работе, типа, за мои знания, которых нет. Вот. Проблема тут очень сильная в плане того, что то, что ты описала, это довольно коммунистическая Да, роль страны, да, где был закон в Советском Союзе о том, что нельзя взять просто и не работать. да, То есть ты в любом случае, тебя куда-то устраивают, тебя куда-то запихивают, так да. скажем, грубо. То есть даже если... Тебя распределяют Да. на работу. Даже если ты уволился, ты имеешь право уволиться, но Но ты долго не можешь просидеть бездельником, потому что вопросы будут к тебе. максимум 3 месяца, да. Да. Дело в чем в этой всей ситуации, что в любом случае, даже если какой-то город построили под 1-2 завода, это популярная история в Советском Да. Союзе, и если заводу сотрудник не нужен, ну у нас есть в городе человек, который говорит, да я хоть сейчас выйду, но работы нет. Открывают вакансию под этого сотрудника. В нынешнем состоянии наша страна капиталистическая все-таки. Да. Ролевая модель у нас капитализм. И это так не работает. Поэтому в любом случае фраза «женщине образование, ну, будет круто, не будет, ну, типа, ну, как бы...» Нет, я ничего имею в страшного. виду образование, которое школа она получила, и в Советском Союзе хотя бы а-ля колледж, ПТУ она должна получить. Банально, чтобы работать, грубо говоря, поварихой, воспитательницей в детском саду или же медсестрой. Это самые 3 главных категории, которые у нас были в Советском Союзе. Сейчас этот спектр пошире. Да, человек с этим спектром пошире сможет найти себе образование. Ой, ну ладно, образование это в дальнейшем. Но я имею в виду работу. Она сможет хотя бы найти, хотя бы чуть посерьезнее и получать побольше денег. В этом случае, конечно, наверное, да. Тогда это работало. Но Да. сейчас это не работает. А Сейчас люди да. остались с таким же... С таким же мышлением. Такой же пропагандой от родителей и родственников, потому что зачастую в колледжи поступают, когда еще нету совершеннолетия. Даже Это понятно. банально школы отслеживают, поступил ли куда-либо ребенок. Типа, чтобы он не стал Не везде у беспризорным. меня не отслеживали. Ну, у меня отслеживали. Ну, ладно, у меня гимназия была, у меня она, естественно, отслеживала, типа. У меня в лицее не Ну, отслеживали. у меня еще другие знакомые тоже смотрели. У меня даже после колледжа, вот моего медицинского, они смотрели, типа, устроился ли ты куда-то, или же пошел учиться дальше. Нет, это да, но это чаще всего колледж, когда уже Ну хочет да. что-то надбавок, привести Это обратно да, человека, да. это уже больше коммерческая основа. С этим я столкнулся. Потому что еще до выпуска в колледже, когда я год взял перерыва, и я не хотел идти в универ, то меня прям зарекламили, мне прям звонили из универа, к которому прикреплен был колледж, что иди к нам, без вступительных тебе можно, потому что ты все равно в нашей базе есть. Это понятно, но я просто к чему веду данный вопрос, что хорошо, наше поколение взяло такую же ролевую модель. Захотели вы взять Да, такую же, часть взяла такую же. но уже не прокатит родил рано, а карьеры никак не будет. Не прокатит. Это не прокатит. Если Уже нет, в вообще Советском никак. Союзе было такое понятие, как
ты родила, но ты в любом случае вернешься на то же место, и как бы все это останется. То есть все равно какие-то пути были, и как только ты отдаешь ребенка там в сад, в школу, то как бы тебя возвращают в строй, потому что был закон о том, что нельзя не работать. То есть это вся цикличная система, которая была готова ко всему. В нынешнее время так нельзя. И получается, что я могу сказать свою статистику, что девочки просто берут, и модель такая: достичь самим наилучшего в плане того, что если ты из маленького города, ты переезжаешь в большой город, важный город, как-либо закрепиться только для того, чтобы не уехать из этого города, кого-то найти, и брак, ребенок и так далее. Все остальные проблемы — это проблемы там парня, будущего мужа и так далее. С таких встречалось немало, и дело в том, что у меня раньше было другое окружение довольно. То есть я очень сильно фильтровал, и я не ходил раньше там легко по барам, по клубам и так далее. И когда вот у меня началась такая жизнь, и я начал с многими знакомиться и узнавать их реалии, чего они хотят, я приобалдел. То есть я не ожидал того, что есть и такой тип. И есть такое понятие, когда с ними начинаешь общаться и в открытую говорить, что круто, классно, но... А как ты развиваться Да, будешь? то есть, Человек если сейчас никак не развивается. если сейчас никого не найдешь, Ну, то есть если ты сейчас никого не найдешь, и это очень, возможный вариант, ну да. то есть сделать тот выбор, с кем ты будешь, там минимум лет 10 минимум, да, то есть вот так. Хотя бы так обозначим. Сейчас хотя в наших реалиях даже 3 года, если человек будет. Но это другая Ну уже, да. знаешь, тема кризиса Ну да. в Абсолютно. отношениях. Тут как бы у меня скрывается такой вопрос, что типа, какие твои дальнейшие действия? Как это развиваться и так далее. И очень часто я слышал ответ: зачем? Я не знаю. И реально вот такой момент, я, как на примере девушки все-таки, я не представляю свою жизнь, что за меня кто-то что-то будет, постоянно решать, типа, и я вообще никак не буду это понимать или контролировать, знать, что происходит, типа, это странно, это финансовый абьюз на самом деле. Вот то, что они себя вгоняют, это будет финансовый абьюз. То есть мужик такой: а ты же ничего не делаешь, а я тебя обеспечиваю. Зачем мне такая? Вот это финансовый абьюз. Это реально, это У финансовый абьюз. меня был момент, когда был в отношениях, очень быстро почему-то как бы девушка начала мне говорить о том, что когда свадьба. Спойлер, она сказала об этом, когда мы месяц. И я такой: слушай, я хочу реализоваться и так далее. Это не означает, что мы расстаемся прямо сейчас, и типа, Да. пожалуйста, или что я тебя хочу бросить и так далее. Просто я такой: зачем тебе вот эта роспись? Что это изменит? Она такая: мы сразу съедемся, а детей сколько ты хочешь? И там началась вот такая вот прям анкета с вопросами, что, как. Для меня это было довольно... сказать честно, я прям, испугался хорошенько, что пошла какая-то странная история, и я пытаюсь объяснить, нормально это хочешь, что я, например, не хочу детей до 28, как минимум. Потому что я хочу к этому времени, во-первых, или какую-то подушку для... Потому что ребенок это не дешевая штука. Для ребенка, для себя, чтобы состояться, чтобы банально был бизнес, который просто, приносит доход, где ты... Извиняемся. Что? Ой. Ой, ща, девочки, извиняемся, доставочка приехала. Не будем говорить, чего доставочка. Но доставочка. Доставочка. Вот. Дети. Я хочу просто рассказать эту историю. И когда я начал на полном серьезе общаться, потому что человек заканчивал тогда универ,
Это был период, когда все компании начали уходить из российского рынка в связи с определенными действиями довольно, Условиями. ну, жесткими действиями, да. И как итог всего этого, как бы я задал вопрос. Окей, у тебя сейчас там универ, как бы заканчиваешь, у тебя есть какие-то накопления по жизни в целом, типа все окей. А что ты потом хочешь? Ну, вот что ты потом хочешь? После чего ответ: я хочу быть домохозяйкой. И я такой: окей, ну, такое есть, и кто-то это Ну, воспринимает нормально. Нет, домохозяйкой можно даже быть дома, как бы, и при этом зарабатывать. Как бы. Нет, тут вопрос в том, что человек, ну, не хотел зарабатывать. Ну, это Но понятное я дело. уже понял, я такой: хорошо. Как говорится, мы не осуждаем, все мы разные люди. Я к этому нормально Да. отнесся, но первый был потом у меня вопрос: хорошо, представь себе, мы съехались. То есть в отдельную квартиру съехались, все окей. Я там, к примеру, зарабатываю, ты домохозяйка. Что ты будешь делать как домохозяйка? Ну да. Ну, то есть я же тоже не хочу видеть, что ты сидишь... Ну, просто деградируешь. Если дома сидеть, просто, ну, допустим, ты куда-то выходишь там и так далее, но если у тебя нет определенной деятельности, ты очень деградируешь. То же самое медицинская статистика. Люди, которые ходят банально на работу хотя бы, они не сильно деградируют, в отличие от людей, которые не ходят на работу. То есть просто сидят дома. А удаленщики это считается или нет? Нет. Это деятельность уже рабочая. Ну то есть человек должен быть в пределах в чем-то. Да. То есть он должен в чем-то работать, чтобы его мозги нагружались. Ладно, даже не мозги, допустим, рабочие действия. Работа разная бывает. Может быть, рукоделие, творчество и так далее. Неважно, главное, чтобы Но чем-то человек занят был. должен быть занят. У него должна быть на день какая-то установка, что ему надо что-то сделать. Вот, например, ну, грубо говоря, он пошел на работу. Вот после работы у него, ну, я не знаю, например, какой-нибудь кружок, если. Может быть, какие-то курсы кто-то ходит. Может быть, курсы языка, к примеру. Может быть, человек там художник, что-то еще потом порисует. Ну, то есть в любом случае... Чем-то он должен разбавить свой рабочий день. Ну, не рабочий, а в принципе день. Потому что если он его не будет разбавлять, это все будет сливаться в серую рутину. То есть ежедневный день сурка. Нет, у тебя не тот день сурка. Ну, у меня был период. Да. Ты знаешь какой, когда я просто вот почти год жил Да. из именно определенной работы, я не выходил. И если у меня что-то было отдельное связано, это все равно было с этой деятельностью связано. И, ну, психику это сильно не побило, но это, скажем так... Но это угнетает. Это угнетание, вот именно угнетание пошло. То есть, типа, я уже понял, что надо Если резко день разбавлять сурка, чем-то. это уход просто. Вот у меня тоже такое было, наверное, на прошлой работе, когда у меня была работа, учеба. И, ну, я свои хобби пару, отложила, потому что я банально не успевала. И это так сильно угнетало просто. На самом деле надо разбавлять это все. Это факты. Нет, это факт. Вот. Ну, дело в том, что дальше, вот, чтобы ты поняла весь спектр всего этого. И когда я сказал: хорошо, домохозяйка, это значит, что всегда будет дома чисто, всегда будет еда. Это там. база. Ну, то есть, типа, это тоже работа, то же самое, как быть матерью, это тоже работа. Это очень серьезная работа, на самом деле. Вот домохозяйкой ты должен, в принципе, все это было чисто, грубо говоря, муж накормлен, все было все идеально сделано. Ладно, у меня может быть такая установка в плане порядка, потому что, ну, есть такие моменты. И я прекрасно понимаю, как, например, быть домохозяйкой, но я для себя не хочу такой жизни, что чисто все на доме, потому что я понимаю, что я быстро в серые будни спущусь. А там уже день сурка, депрессия. И все мы прекрасно понимаем, чем заканчиваются эти фильмы для домохозяек. Ну, как бы... Ну, «Отчаянные домохозяйки» хороший сериал. Это другое. Это У них прям интересная жизнь, на минуточку. И финал нормальный. Да.
На Вот. минуточку, это Но другое. то, что их соседку-блондинку убили, я до сих пор простить не могу создателям. Один из лучших персонажей был. Да, Вот. Но лучшее. А всего лишь поссорилась с с режиссером. продюсером. Там не Да-да-да. режиссер, даже Да-да, с продюсер был. продюсером. Бля. И дело в Кошмар. том, что я начал как бы эти все моменты уточнять у нее, как бы, Мгм. то есть, окей, не хочешь так, А давай. значит, по-другому. Ну, то есть, Другая типа, ну, деятельность. то есть, как бы ты хочешь быть домохозяйкой, значит, всегда должно быть как либо убрано, там, еда, там, к примеру, я не буду вообще лезть там в коммунальную, ну, то есть все, что связано с С домом, домом она должна да, делать. то есть ну, она То как-то есть это она контролирует, получает, делает. например, денежку, она должна закупиться продуктами, порошком, там всякая одежда, продукты, ну окей, я их назвала. Она должна их приготовить, поставить, грубо говоря, план еды. Ну, если мы берем здоровое питание, где Да. человек рационально все распределяет. Передача показателей счетчиков, то есть там Да, оплата счет, коммуналки, то есть вот коммуналка, такие. все это, все дела. Да, Там, ну если ипотека, оплаты, ну, ну, вот эти все ипотеки, моменты, да, то чтобы есть не нагружать. и я не спорю, что как бы, ну, понятное дело, если я зарабатываю, значит, она с этих денег как бы и вот это все Да. покупает. То есть это нету проблемы, но когда как бы я все это объявил и сказал, что это, получается, работа вот домохозяйки. Мгм. На что был ответ: я не так хотела. Я такой, Она подожди. хотела просто дома сидеть. Да! Мне очень понравилась твоя реакция. А в смысле? Ну, вот у меня примерно так же, типа, истерически было, что подожди, Подожди. То есть она просто будет дома сидеть, как какой-нибудь 5-летний ребенок, смотреть, грубо говоря, мультики. Мгм. Ей будут приносить какую-нибудь вкусняшку, и она такая: ой, я тебя люблю. Да, Все? да. Не, ну я тоже хочу. Ну, и как Нет, бы, шучу, на самом деле нет. ну, это трэш. ну, как бы я ни говорил, ой, я тоже так хочу, а я понимаю, что мне через неделю станет настолько Да. скучно, что я уже сам что-то придумаю, сам влезу куда-то. Я и тебя всё. умоляю, это 3-4 дня. Нам хватит такого отдыха, и мы такие: надо на Кариб. Нет, это то же самое, как я уехал отдыхать и в январе, и я через несколько дней я уже те голосовые записывал, что чем себя занять? Я уже туда пошел. Ой, слава богу, завтра в другой город еду. Ой, наконец-то. И я прям просто эти голосовые отправлял, серии, чем мне себя тут занять? В другом городе, ну, типа, прям скучно. Блин, короче, ладно, тогда я туда пойду. Никаких такси, я пешком. Мне нужно принципиально тогда ходить. Мне нужно какое-то вот что-то вот, потому что ну, как-то вот прям, ну, Ну, мне на прям, самом это деле. супер скучно. Причем я когда приехал в первый город, типа, с фразой «отдых», я пошел в тот ТЦ, обошел 5 этажей ТЦ по всем магазам, потом пошел туда, вечером на концерт, потому что мы прилетели из-за концерта в этот город. Так, мы едем туда. Где у меня была пересадка как бы в Китае, я сразу так, мы едем... Надо топать. Да, типа, у меня даже не суточная пересадка, но если дневная, значит, мы едем на метро в центр в Пекина, мы ходим по Пекину, мы все рассматриваем. То есть, как бы, меня, ну, я не могу. И тут я понимаю, что мы просто, как бы, мы разных миров. Ну да, на Мы самом очень деле. сильно разных миров, и... Разный уровень. Вот он и ответ. Ну реально, это разные Для меня мира, разные уровни, разные мировоззрения. Я бы сказала, что ты должен искать человека, который одного с тобой мировоззрения. Мировоззрение, но мне не нравится слово уровень, когда говорят с тобой одного уровня. Ну, одного уровня какого? Финансового, социального. В этом проблема. То есть ощущение, Вот. как будто в этот момент человека Люди не до нагнетает. конца поняли этого. Ну, то есть фраза одного уровня, то есть... Ну, Ладно, ты можешь сказать одного уровня, когда, ну, допустим, у тебя влюбленность подростковая. Ну, допустим, ты такой альтруист, и ты веришь, что ты с этой девушкой, парнем будешь долго, что пойдешь, ну, говоря, вы пойдете учиться, будете развиваться. слушай, ты сейчас какую-то дораму переписываешь мне просто. Ну, то есть... Ты не понимаешь, Ну, то есть, типа, это сюжет. это звучит что-то из серии, что, типа, обычная девочка в обычной школе увидела сейчас, нет, сейчас будет оскорбление, мы все-таки на международный уровень уходим. Чан Чимин. Канджиук, вот, к примеру, Канджиука. Ну,
Ну да, или какого-нибудь там... который супер из богатой семьи, и он в этой школе, потому что Нет, его нет, нет, наказал нет. отец, но вы же разных уровней. Да. Нет, это не то. Ну, ты уже понимаешь, что это просто игрушка будет для этого альфа-самца, который пришел в эту Канжука. бедную школу. Это он понимает, что для него это будет игрушка, на самом деле. А мы берем тот момент, когда это какой-нибудь там... кто у нас там есть? Ким Тодороки какой-нибудь и какая-нибудь девушка и такая. И они оба, например, допустим, Сеул. Если мы берем оба Сеула. Ладно, мы подняли планку на городской уровень. И им обоим надо отучиться. Надо сдать эти вступительные экзамены, выпускные Ну, их экзамены. сначала окончательные идут. У них есть своя система ЕГЭ. Да, я вот про это говорю, в принципе. Я не сильно углубляюсь. Но если хотите, мы можем другой подкаст об этом. Ну, Вот. И, грубо говоря, они идут, развиваются там. Ну, потому что там... Ладно, мы взяли Корею, там сильная конкуренция. Женщина платит меньше, но все равно. Они идут, не, развиваются. корпорации сейчас говорят нет. Все равно платят. Нет, они суд просто выиграли над одной. Вроде над Samsung был суд или над LG. Что-то из электроники связано, крупная компания, и в итоге суд отказал. Это делегация, так скажем, да. Она пошла в Верховный суд Кореи, и они выиграли его. И после этого заставили как бы корпоративно все это сделать. Вот, то есть такие прецеденты были, но я понимаю, о чем ты говоришь, потому что в России до сих пор четко есть позиция, что на 1 рубль женщина получает только 40 копеек. То есть там урезание зарплаты может быть до 60% по официальной статистике. Понятное дело, в России как бы те, кто смотрит нас не из России, им не понять другой момент, что у нас очень популярна неофициальная зарплата. Да, они очень популярны. Настолько, что это даже база. Ну, то есть это в открытую пишут на объявлениях Да, по и поиску. если какая-то компания пишет с полностью чистой зарплатой, ты думаешь... А сколько еще нечистые? Нет, Нет, это чаще всего видно, это же пишут серии типа... Во-первых, некоторые компании вообще в открытую пишут, что они такие чистыми столько, это прям в объявлениях. А есть те, которые пишут чистыми столько плюс бонусы. При собеседовании вам мы скажем. При собеседовании будет уточнена более полная цена. Да, то есть полная информация насчет заработной платы и типа бонусов. Потом бонус оказывается, что или это реальный бонус, или... Либо это печеньки с кофе. Нет, или бонус не существует, а на самом деле они назвали так черную зарплату, как называют в России, да, вот аббревиатура. Вот. Ну, грубо говоря, в конвертах зачастую. Ну, не, или черная. Бухгалтерия это черная называется. Черная, Ну, от слова черная бухгалтерия, черная зарплата. Вот, но возвращаясь к теме так, всей почему этой. не черный конверт? Это же было бы так эпично. Черный конверт. В общем, возвращаясь к этой теме, вот таких, как вот бывшая, мы в итоге, расстались. Ну, понятное дело, что как бы... Она просто поняла один момент, что, типа, я не хочу съезжаться, чтобы она закончила универ и ничего не делала. Это был отдельный разговор, и был разговор, почему ты не хочешь детей в этом году. Подожди, сколько бывшей было? Как мне? Нет, на тот момент. 21. 21. Бля. Да какой нормальный человек заводит детей в 20, от 20 до 25? Это ты максимально не саморазвился. У меня есть такие. Я не спорю, что до сих пор есть такие люди. Их больше. полно, их везде. Большинство девочек в моем классе, в школе, братья, если они все родили уже. Я не спорю, что такие люди есть. У меня в школе такие есть. В колледже уже были. Я просто не понимаю. Ладно, у меня типа по родословной тоже в 20 многие рожали, 19 а-ля 20. Я не понимаю. Ты максимально не развился, ты максимально не достиг того, чего ты бы мог достичь. И тут на тебя сваливается ребенок.
Ладно, не на тебя сваливается, в тебе развивается ребенок. Да чаще на родителей кидают детей. Ну, я не спорю, но... Хотя могу рассказать пример. Я не буду говорить, кто это и откуда я их знаю и так далее, но... Я не спорю, меня тоже, например, кинули на родителей. Нет, ну, Ну, дедушек. Там, просто бабушек. пример расскажу. Не тупенькая девочка по жизни, по оценкам была, не тупенькая, все. Родила от парня, которого хотела. И там и парень тоже нормально к этому отнесся, он уже зарабатывал. Плюс-минус одногодки, что-то такое. Ну, то есть всех все устраивало. И потом произошла другая история, что я узнаю от третьих лиц, не буду говорить, чтобы ничего не сливать, чтобы это там довольно девочка просто такая стервозная, скандальная. Вот. Еще скандал нам нужны для пиара. И как бы это не тот уровень пиара, Сабин. Мы должны на новый выходить. Как итог, они что-то видятся и так говорит, ой, такие цены, такие то, все. У нас реально в России в последнее время очень сильное повышение цен. Повышение цен на все причем. Ну, это логично, инфляция, все дела. Из-за чего? Мы не можем озвучивать. Вот. И после чего был поставлен такой как бы от другой знакомой ей, что как бы, а та другая знакомая все время работала всю жизнь и на нормальной профессии, и как-то и училась, и работала, и все как бы было. Ну, вот, просто она сейчас тоже родила, поэтому она в декрете. И как бы вопрос в другом, что типа ты сейчас вот про это все говоришь, что далее, ты хоть день работала? Она такая, нет. Человек не знает, что такое работа. Потому что парень все там обеспечивает. Но вот и поэтому человек вообще как-то не влился в что происходит. Что происходит в мире. В мире, да. Ситуация какая? Я не понимаю, как можно не работать. Нет, ладно, я не понимаю, как можно не работать, если ты не миллионер. Вот это я не понимаю, как Поверь можно не мне, работать. те, кто становится, если старые миллионеры, то есть старые, old money, Да, old money, и которым достаются эти активы, возможно, есть шанс, что они что-то, у них хорошее образование будет, да, 100%. они получат. Но они не будут много работать, если они не хотят что-то развивать. Да, если у них Есть нет какой-то такое. определенной цели, они не будут работать. Да. Но если ты из обычной семьи, становишься миллионером, эти люди и в 70 будут пахать. Они всегда будут пахать. Но мы сейчас говорим, получается, о обычных людях, то есть из обычных семей, среднего, может быть, приближенно среднего класса. Как они могут не работать? Легко. Ну, вот они просто не работают. Я не понимаю. Ну, вы видите эти цены, это же вообще... Опять-таки, в эту сцену влезает финансовый абьюз. Потому что, ну, ты зависишь, грубо говоря, от другого человека. То же самое, ну, я могу сказать, и бывает, например, детско-родительский финансовый абьюз. Грубо говоря, мы не выделим тебе денег в карманах, потому что ты хрена себя вел. Но! В принципе, мне карманные деньги не давали, блядь. Поэтому я даю карманные деньги своей сестре. Я не знаю, может, она смотрит мой подкаст. Но, как факт. Карманные деньги всегда должны быть. Я могу сказать так, у меня семья была довольно обеспеченнее, чем в средней вообще в классе. Наверное, одна из самых таких обеспеченных. Но мне давали всегда меньше денег, чем всем. И в один момент могли просто не дать денег. И как бы из-за этого я, кстати, стал довольно рано именно сам пойти на работу и так далее. Ну, знаешь, такой проблемы сильно я в этом не вижу. Потому что все равно, даже сколько они давали, это уходило на сигареты и на Макдак. У меня не было вредных привычек. Ну, это логично. У тебя так петличка может Да, как-то надо сделать. У меня, получается, ну, не было вредных привычек. У меня не было карманных денег таковых. Единственные карманные деньги, которые у меня могли бы быть, это вот когда на праздник что-то подарили, я их, растрачиваю в течение года. Единственные карманные деньги, которые у меня начали появляться, это когда я поступила в колледж. Мне кидали деньги в конце недели, которые я тратила на проезд.
Ну, проезд для водителя. Я просто такая... Ладно, на этот раз я поеду на бесплатном автобусе, чтобы сэкономить деньги. Потому что в связи с первым моим образованием я не могла даже устроиться на работу даже. Ну, у тебя довольно серьезное первое образование. Да, Очень. медицина не хухры-мухры тебе. Да, то есть Ты не успеешь медицинская и это все довольно выучить, серьезное. и при этом работать. Это нереально. Причем себе на, представить. на очке. То есть, типа, ты все время Ну еще да, должна ты так должен быть. присутствовать всегда. Да. Поэтому, к сожалению. Поэтому, как только я закончила колледж, я сразу такая... Так, подаем документы. Ну так, что-то стало скучно, я месяц просидела, ничего не делая, я устраиваюсь на работу. И буквально я нашла себе работу за неделю. Даже меньше. И то, Ну, потому ща- что устройство на работу было. Ну, у тебя по медицинским ты еще всякие анализы сдавала, прививки делала. То есть- Нет, у меня была нормальная свежая медкнижка. Я Ну, зашла в всё равно, практике, и поэтому ну, вообще топчик. это, ну, сам факт, возвращаясь к теме отношений. То есть, к примеру, вот мы сейчас описали вот этот момент, а у людей они хотят полностью, вот как ты, сидеть, ничего не делать. Я не понимаю таких людей. Ну, я не знаю, это как бы сказать, что у человека нет цели. Да, чаще А, всего у этих людей нет цели, ну- и когда ты спрашиваешь этот вопрос, какая у тебя цель жизни, они говорят, я не знаю, и но после чего ты такой начинаешь спрашивать, подождите, ну когда-то ж у вас Какая-то цель-то и должна быть. больших целей, возможно, нету в жизни, но есть же какие-то определенные маленькие цели. То есть, к примеру, там, Базовые там цели. там повышение, съездить в другой город. То есть это маленькие цели, но это цели все равно, которые... Если цели вообще нету, это кошмар. И мне часто говорили, что да как-то повышение не надо, да ну и съездить никуда не надо. Я такой, А чем ты живешь? у нас подсветка вырубилась. Вот даже она просто такая, а чем я живу? А я ничем не живу. Вот он потух. Ну, в общем, у них нет целей. У них нет никаких определенных довольно серьезных целей. У них нету ничего. У них нету такого понятия, как что-то там нужно сделать как-то по жизни. У кого-то цель родить ребенка. С одной стороны, это тоже цель жизни, и я не могу их Да, осуждать. мы не можем это осуждать, потому Но- что как бы подарить жизнь, подарить любовь. Ну, для них, возможно, это Мгм. что-то значит. Но когда ты спрашиваешь, а что ты дашь ребенку? Ну да, это есть тоже вопрос. Да, то есть, типа, Потому что, ну, просто так родить ребенка, а потом, типа, купить. а все. Ну, А я тебе ничего не могу дать. Типа, я не понимаю, вот, например, в моей жизненной позиции, вот, например, ребенок, Мгм. он должен появиться уже когда ты что-то, ну, состоялся, ясное дело. И когда ты можешь морально, финансово его обеспечить. Потому что если ты неустойчив и все такое, ну, грубо говоря, тяга к каким-нибудь плохим привычкам и так далее, ты не сможешь воспитать ребенка адекватно. Если, ну, потому что ребенок требует колоссальное количество ресурсов, которые должны быть в него потрачены. Времени, денег, сил, моральных принципов. Ты должен нормально его воспитать. Девушка, чтобы она там приличная и так далее. Чтобы пацан тоже, ну, мужчина, пацан, мальчик был приличным, чтобы он никого не обижал, но при этом он был мужественным, там, не плакса и так далее. Это очень большой спектр. Вот я, например, как ну, представитель женский, я понимаю, например, я лично, я не хочу рожать, я не хочу продолжать свою генетику, но я понимаю, что в будущем я, возможно, захочу, грубо говоря, воспитать ребенка. Скорее всего, у меня либо будет, ну, человек уже с ребенком, ну, на самом деле, либо же, ну, получается, мой партнер должен быть Слушай, ну, за, чтобы ну, по твоему взять. типажу в целом, да, потому что тебе нравятся как раз брутальные 40-летки. У них чаще всего уже дети есть. Знаешь, Так, и такие... это другое. Знаешь, и дети такие уже взрослые, не надо памперсы менять, ничего не Ну, надо. то есть- да, на самом деле я, например, не люблю младенцев. Я понимаю, Мне в что целом дети не нравятся. младенцы это не мое. Но где-то с... Молодец, не твое. Что-то Нет. постарше, что-то 40 мне нравится, да? Да нет, мы не затрагиваем педофилию. Педофилия это вообще другое. Вот, блядь, это вырезать. Нет, вот это принципиально оставить.
Не, ну на самом деле, если возвращаться к теме детей, вот я вот говорю, что вот приюты и все такое, ну, это действительно так, потому что А в каком возрасте ты хочешь? это смотря как я устаю из жизни. Это скорее будет ближе к 30 годам, потому что до 30 я даже не рассматриваю, что со мной рядом будет какой-то ребенок, кроме моей сестры. Я только Потому хотел сказать, и твоя сестра исчезает в тумане. Как- Не как- терплю. Она ее бьет. Нет, кстати говоря, никогда. Вот есть вот эти ну, типа, То есть ты ситкомы о том, что сестры дерутся, там То братья и есть так вот далее. так ты решил мне сейчас рейтинги сломать, да? То есть я хотел главным заголовком. Избиваем сестру Сабина. Ну, давай, ломай, короче. Все вообще, просто, да? Да и пошло, ну нафиг. Просто тема не раскрыта, зато просто вы запрещены в следующих странах. Все азиатские. А что ж А, подожди, я же не договорила. Я не договорила, давай. Ладно, это мы подрежем. Ну, вот, беря в пример вот этих всех подростков. Блин, каких подростков? Приемных детей. На самом деле, эта тема очень... Иди, я. Эта тема очень обширная, потому что, ну, родить ребенка много кто может. Из женской половины. Трансгендеров мы, к сожалению, не берем. Не научились. Единственное отличие трансгендерной женщины от обычной. Джон Роулинг, хай. Да, привет, моя дорогая, ты лучшая. The best. Дети с приютов, детдомов, они больше заслуживают любви. Серьезно. Потому что, ну, на самом деле, младенцев и так далее, детей, их, например, быстро разбирают. Но если... Да, это самый Да. ходовой. Ходовой. Ну, да, мы смеемся над этим, но Ходовой тема тип. серьезная, потому что их на самом деле быстрее разбирают, чем Ну, даже факт. банально подростков, которые 12-13 лет туда А попали а по кому- каким-то А обстоятельствам. если младенцев нет, люди прям принципиально ждут, никого не берут, именно Да, ждут младенца. младенца. Но, с одной стороны, я считаю, что лучше взять все-таки подростка. Нет, подросткам, мне кажется, тоже сложно будет. Я понимаю, лет что 10, от 10 до 12, ну, допустим, 13 тоже ты можешь взять, как минимум, да, возможно, он уже будет осознавать, что он приемный, но все равно для него это будет лучше в плане того, что ему кто-то дал надежду на что-то в этом мире. не думаешь, что может произойти Ну, я не плохой исход? То есть Я не спорю. психологические проблемы, Да, психологические ДНК, про- мало ли, может, там алкоголизм какой-то. Вот, я про это и говорю. наркомания, еще что-то. То есть Ну, вот такие- камон, и зная свою генетику, бояться нечего. Окей. Что? Вопрос тогда в другом. У меня вопрос чисто, логический. А где тогда искать перспективных девочек? Отношений? Девочек, ну, хотя бы, чтобы, типа, вот... Нигде. Блять, хуй знает. Ну, вот никто мне не может. Из всех моих подруг, там, друзей, ну, то есть, неважно от пола, когда ты начинаешь это вот говорить... Нет, мне кажется, вот самое ироничное в том, что, ну, скорее всего, амбициозная девушка, она, ну, предпочтет со всеми быть друзьями, нежели как-то искать отношений. Потому что, ну, а зачем амбициозной девушке сейчас отношения? Вот нахрена? Тогда ты сейчас описываешь какой-то определенный замкнутый круг. Что тогда делать амбициозным мужчинам? Ну, которые хотят, к примеру, отношений. Мне как бы все равно сейчас, вот, ну, по факту. Но при этом всем мне интересно хотя бы, знаешь, логическую цепочку этого Ну, круга. Мне кажется, они просто могут... Ко мне это курьер приехал. Да. Тотальный слей. Ты куда ушла? Размяться. Тяните. Все, кто в видеоверсии видят, что это, если что, не реклама, я против золотого яблока. Так же и он. Потому что нигде больше нету. Вот реально, даже на любом маркетплейсе, то, что я искал, одна часть есть заказа, ну, одна вещь, а другая нет вообще. Поэтому тут
Левак от золотого яблока чек. Получается, круг общения мужской, женский, они зачастую в амбициозных моментах, они закрыты. Ну, окей, девушка. У меня ощущение, как будто они даже много кто не пересекается. Да, они зачастую могут не Каждый пересекаться. по своей Зачастую они, амбициозной жизни. да, они могут пересечься при каких-нибудь, господи, хочу сказать подкастах, но нет. Они в подкастах. Это «Давай поженимся». Всем здравствуйте. С вами Розочка Сибитова. Ага, и мы женим рандомных людей, которые нашли на Давинчике. Круг людей. общения, и зачастую они могут пересекаться на каких-то совместных мероприятиях, если их векторы развития как-то совпадают. Мгм. То бишь какая-то компания Мгм. может быть на каком-нибудь форуме другой компании, и так они могут пересечься. Возможно, это может быть какое-то деловое общение. Возможно. Ну, слушай, я могу сказать так. У меня, к примеру, есть правила, с кем работаем, с кем не Ну, не у спим. всех же есть такое. Не у всех, но получается со мной это точно неправильно. То есть я уже, получается, сам на себе крест поставил, по твоей логике. То есть все. Ну, это как вариант. Ну, ты же не вечно работаешь с этой компанией, она может прекратить с тобой работать. И, А следовательно... почему мы прекратили? Денежку мы любим, подождите. Нет, я имею в виду, может быть, там была какая-нибудь разовая акция, ну, что, например, делегация из другой страны была, к Мгм, примеру. мгм. Это что, ты тоже рассматриваешь круг общения? Или чисто my country, Ну, my edition. кстати, про разовый момент, про разовые ситуации. Мои хорошие, мои любимые. Я уже просто устал записывать. Я уже думаю, что на этот раз. У нас будет эксклюзивная вообще рассылка многим людям насчет нашего подкаста. В связи с этим, вот этого всего. И мы это будем что делать? К тому же Лично подписывать. лично подписывать и правильно еще разыгрывать. Поэтому розыгрыши будут нескольких вариантов. Там, где вы это смотрите, можете участвовать, писать и так далее. Или в наших телеграм-каналах мы создадим конкурс. Все, что нужно, это подписаться Да. на телеграм наши каналы. После этого вы как бы и нажать Вы кнопочку участвуете, «Участвуйте». да. Вы и нажать кнопку «Участвуйте», чтобы вас записали в список участников. И после этого Рандомным рандомно... образом будет выбран победитель. Или несколько победителей. Ну, или несколько, мы еще решим. Вот. Плюс, к тому же, мы как бы, если что, отправка, все за наш счет, с Да. вами связываемся, только узнаем адрес или пункт выдачи, куда вам удобно. То есть ничего платить не надо, если кто-то что-то пишет, типа, оплатите. Это мошенники, это точно не мы. Не мы. Даже если мы хотели бы, это не мы. Вот, то есть как бы не надо на это все вестись, все как бы за наш счет, все как бы вам прекрасно, шикарно, все вообще супер, все организуем, сами все сделаем, вот. Так что получите бокс-рассылку, это будет целый бокс. Да, вы офигеете от содержания. Пока этот будет для вас тайной. Для нас тоже. Че, участвуйте, радуйтесь жизни, все прекрасно, все шикарно. Вот. Мы пока живы. Участвуйте в конкурсе, это даст вам гарантию, что... Мы пока живы. Да, что мы живем. Это жизнь. Еще чуть-чуть и прямо в рай. Ладно, у нас будет вторая часть про отношения. Потому что мы поставили крест на рабочих пересечениях. Ну, то, что я писала, я не вижу тогда вообще. Нет, я описала один из вариантов, ну, который я вот... Но, кстати, по статистике ученых, те, кто работают в одной сфере, и самое ужасное, в конкурирующих компаниях, разводов до хрена. Да. Так, и что ты предлагаешь на этот вариант? Переманить жену Хорошо, в в общем, свою компанию. служебный роман еще ужаснее дальше. Почему служебные романы, если это муж и жена?
Стоп, но они же какое-то время встречаются, еще что-то. То есть, Ну типа, да. ну это уже служебный роман. Есть парень, девушка, и они работают в одной Нет, я компании. имею в виду, ты пока встречаешься и так далее, она работает, например, в другой компании. Да. Вот. А там уже, когда ближе к свадьбе и так далее, просто переводишь ее в этот и это моя жена. Ну, то есть, в целом, из этих всех людей на 1000 будет один брак. Ну, к примеру, да. Ну, камон, мы не в советском Мы- сериале, где все, выходи за меня спустя месяц. Мы разгадали тайну плохой демографии многих стран только что. Ну, а как иначе, я извиняюсь? А в этом и дело. Ну, то есть, какую-то логику, вот какую-то цепочку, какую-то вот что-то вот чтобы понять цепочку Ну, дальнейших просто, действий, наверное, к примеру, нашему поколению, которое еще не втупляют как. что я могу сказать? С одной стороны, я не могу сказать, что мы завысили планку, потому что это норма. Конечно, не завысили планку. У меня как бы в приоритете одна звездочка, да, вот, которая реально там уже фан-митинги, туры и так далее. То есть, причем не из России, не завышение планки у Сабины Том Харди. В целом все идеально. В целом реальные. Ну, Сабина с ним каждый день общается. Во снах. А чё нет? На минуточку, по статистике каждый человек что-то воображает перед сном. Хорошо, а реальный брак когда с ним будет? Не знаю, мне кажется, он умрет. Ну сколько ему сейчас? 45? Камон. Я не собираюсь вообще выходить замуж в ближайшие 10 лет. Ну, то есть, смотри, получается. Ему 50. То есть, единственный вариант 50 получается 5. 55 будет ему. Да, то есть, смотри, единственный вариант это получается твой муж Том Харди, и ты еще с ребенком, который из детдома. Шикарно. И он прям такой: да, беру. Вот именно Нет, а в кто Америке, в Англии такой находится, и такой: Сабина из Москвы. Да, да, Сабина, это моя жена. Вот сейчас со всеми Да, развожу. да, господи, нахуй надо. Ну, Ну, вот смотри, нахуй надо это Тома Харди, нахуй надо это мне. Ну, давай рассуждаем логически. Хорошо, да, ну кто-то, да. А? Кто-то. Что кто-то? Кто-то. Ну, то есть, вот мы сейчас вот эту тему размусоливаем, ты говоришь, у нас планка, может, завышенная. Да не завышена. Хорошо, не Том Харди, кто? Олег? Нет. Блядь. Олег, привет. Я не знаю, как этого чувака звали. Ну, короче, был в спортзале. Ну, О, это... Так, вот это ну интереснее. что? Ну, Нет, просто пересекались и просто а-ля как знакомые здоровались и В всё. раздевалке. Хуй там плавал, блядь. Его? Где? Твой. Хорошо, чувак из... Не, ну просто обычный чувак. Ну, я бы ему Спортзал, дала... который ты ходишь? Ты ну, бы ему дала, так, это мы поняли. Ну, ему где-то на мой прикид возраста, ну, 38, от 38 до 42. Потому что я видела его слегка седину. Но он спортивного телосложения. Седину где? На башке, блядь. А, ладно. Ну, подкатить хотя бы. Мы оба были заняты упражнениями. Блядь, он тягал там 100 килограмм. Тебя? Нет. То есть, ну вот. Блядь, ты о чем? У меня в детстве краш был Спортакус. Вот этот чувак, который... А сейчас мы устраиваем 40 отжиманий. Хорошо, подожди, ну, значит так, ему там под 40. Ну, хотя фиг его знает, если седой... Посидеть можно и в 25, Ну, слушай. я не спорю, но... По нашим дипломам мы можем посидеть хоть завтра. Ну, но... я тебе так скажу. Нет, ладно, это мой медицинский чистый взгляд, потому что, во-первых... Я всегда по коже на шее Да, определяю. вот кожа шеи, там глаза, Руки особенно, Да-да-да. пальцы, вот это прям Да. ощутимо. Но, причем на пальцах можно понять, где часто используют пальцы для работы, а где именно старые пальцы. Это вот прям тоже видно. Но ладно, хорошо, ну вот
Ну, он закончил, и ты можешь подойти. Ну, А, нет, я уходила раньше, чем он заканчивал, потому что он приходил позже, чем я начинала. Поэтому в мы чем как бы не проблема была остаться на пару минут? Типа, помогите, подстрахуйте. Подстрахуйте, милую девочку. Я выгляжу как человек, которого надо подстраховать. Да, ну, слушай, он сотку жмет. Понятное дело, как бы... Ну, я не спорю, но я выгляжу как человек, который надо подстраховать, который возьмет вес, которому не готова. Вот, и мы возвращаемся до этого теме. То есть та, которая амбициозная и ни от кого не зависит, даже тот, кто ей понравился, она не находит повода даже, ну, типа... Ну, да, на и самом как деле. тебе выйти из этого круга, к примеру? Бухнуть. В спортзале, нормально. Пивка для рывка. На беговой Фу, дорожке. я не люблю пиво. На беговой дорожке. Чтоб размотала окончательно. Нет, Ну ну тут играет моя роль в плане того, что, ну, мне сейчас как бы отношения не нужны. Начнем с этого. Вот, поэтому я как бы и не шла знакомиться. Чисто визуально посмотреть нормально. Нормально. Сильный, классный. Ну а смысл мне этого сейчас знакомиться, если у меня нет на это времени, сил, моральных сил? Я извиняюсь, это нихуя себе. Хорошо. А что тогда должно произойти, чтобы ты такая, типа, давайте познакомимся, здравствуйте. Во-первых, у меня должно быть настроение, у меня должно быть свободное время и должны быть моральные силы. В принципе, я так, с каким-то челом вот познакомилась, мы с ним пообщались, потому что по типажу мне тоже понравился. Но чисто Кто моральный... таком, я думаю? А? Кто таком? Нет. А, Этот чел еще меня подвозил несколько раз с ВДНХ. Да. я? Нет. Нет, я сейчас такой, типа, я тебя подвозил несколько раз. С ВДНХ? С ВДНХ ты меня ни разу не подвозил. Это правда. Ну, мало ли, может, на ВДНХ. Я помню, что что-то с ВДНХ у тебя было. Нет, это единственное, что с ВДНХ подвозил меня к Юлю. В Люберце. Блять, это же надо туда еще подъехать. Еще надо было искать эту машину, еще слякоть это была. Шторм, а потом еще припарковал. Вот. Люберцы. Не, ну я с тем челом общалась. Вроде бы, ну, по социальному развитию хорош. Уровень тоже достаточный. Во много... где-то 25... 78. Нет, 25-27 было. Хорошо, 25. Да, плюс-минус ровесник. Ну, Но получается, что... Ну, ладно, накачанный. не, в спортзал ходил, но не в мой. А как познакомились? Как сказать? Ну, форум там. Нашел это тебя был. на работе на трассе, понятно. Это тебя находит на трассе, не меня. Но зато каких. Вот, насчет возможно, ну, долго не завязалось общение, потому что он банально отменял там встречу где-то за полчаса, час. Я такая, в смысле? Смотря какие причины. Если кот умер, то, ну, это... Да, блядь, какой кот? Он такой, я забыл, у меня тут планы были. Я такая, Ну, короче, сливается. блядь, Сливается. ну хуйня. А Ну, потом типа, я такая, я ему пишу, типа, ну, как бы, давай, короче, мы не тратим время друг друга. Мгм. Мы просто не подошли друг к другу, и все. Он такой, нет, подожди. И начинается эта хуйня, я такая, Может быть, ты знаешь, он тебя хотел выбрать как запасной вариант? тоже как вариант, я не спорю. Ну, то есть из серии... Ну, есть- типа, может быть, у него То там есть- что-то намечалось с одной, что-то с Да, другой. и он такой, типа, Ну- а это у меня на крайняк, если с той не получится. Ну, я извиняюсь. И То, чего- как давно это было? До Нового года. И не рассказывала. А что рассказывать? Это не было ничего серьезного. Мы буквально, я не знаю, с недели две просто общались. Потом у него И- в машине была. Нет. Такого не было. Скучная. Да, возможно, скучно, консервативная. Консерва, нахуй. Ты шпроты? Нет, килька. В томатном, надеюсь? Да. Ну, это все хорошо. Ну, в томатном хотя бы уважаешь себя. Все. Тогда Конечно. вопрос А как- закрыт.
Блин, ну хоть у кого-то что-то. Хотя, что мне говорить, блин? Что же ты? И получается, ну, мы просто говоря, грубо говоря, общались по телефону, ну, переписки, все такое, 2 Мгм. недели. Потом, ну, встретились, там чуть попытались как бы пообщаться. Ну, не зашел коннект. Коннект такой не произошел. Мгм. Ну, такое бывает. Поэтому просто не тратим время друг друга, и все. Ну, нафиг тратить время. Тем более, ну, окей, допустим, я могла бы потратить это время, но я не видела отдачи. Ну, это не камильфо, когда ты уже сливаешься с каждой назначенной встречи, буквально. А ты не хотел написать, типа, давай ты сам сейчас, ну вот скажи тебе удобные числа, твое расписание Нет, скинь. мы состыковывались по расписанию, специально смотрели. Работа там у того чувака была, получается, 2-2. В курьер, что ли? Нет, в музее работает. В каком? На ВДНХ, там что-то атом и так далее. А, Росатом, понятно. Да. Вот, поэтому вечные несостыковки, там еще как-то попытались состыковать вот это расписание. Блять. Ну, слушай, знаешь что? Ну, Он просто, тебя часто подвозил с ВДНХ? ну, подвез меня, получается, 3 раза, и все. А потом вы слились. Ну, Да, ты, типа, такая, он да, слился, и ты такая, ну, тогда и я сливаюсь. Блин, ну я бы да. по-другому, конечно, сделал. Я бы оставил все как есть, чисто, чтобы меня возить. Но это тоже было бы на лайте, Ну, но типа, это же не... его проблема, что он сливается. Типа, из чего хотя бы в машине выскажется. Если он сам захочет проявить инициативу, у него будет шанс проявить эту инициативу. А тебе подвезти. Тебя Ну, это подвезли. да, ну, камон. Ладно, ща, маленькая кавычка есть. Как ты оплачивал эти поездки? Нет, маленькая кавычка, знаешь, в чем? Вот Ну, такое, если что, выскажется. он высказался. Нет. Ну, не то, что высказался, ну, короче, у него есть проблемы со слухом, он с аппаратом слуховым. Ну, уже матч. Да, уже мэч. А, Вот. Ну, короче, ну, я поняла, ну, а с одной стороны, ну, на что тратить на, как бы, время вот это все? Ну, Не, ну, ладно, допустим, я человек тоже с проблемами с слухами, ну, допустим, типа, я рассматривала, возможно, был бы коннект, ну, плюс блондин, блядь, мне нравятся светлые, блядь, вот, сука, с одной стороны, с одной стороны, вот, как бы, беря мою родословную и так далее, мне должны нравиться плюс-минус там с темными волосами, темными грузины, глазами. армяне, Да, азербайджанцы. да, я такая, блядь, я терпеть этих не могу. Я просто такая, так, светлые волосы, светлые глаза, возможно, арис. Такой, хорошо. Ну, ты мой типаж знаешь. Нет, у тебя субъективно, тем паче, если оценивать по вот этой твоей звездочке, Неважно, я не уже хочу запутываюсь, серьезно. Плюс ты рассказывал про другой еще вариант, Да. и тогда у меня полная несостыковка тогда получается в этих. А Ну ладно. объясню, там черты лица, черты фигуры, четкая фигура. И у меня очень главное это, то есть кто-то любит, чтобы типа была там по фигуре, я имею в виду, что-то там большая грудь, а на пятую точку все равно. Ну, то есть Ну, кому-то нужна задницу, да. большая попа. А мне нужно, чтобы это И там, было, и там. чтобы это было небольшое, чтобы А, это да? было гармонично. А, То есть, ну, то я есть говорю. я не люблю вот этот уровень Ники Минаж, Ким Кардашьян. Нет, и это понятно, но я имею в виду, чтобы это симметрично было. Да. Грубо говоря, как стандарт 90-60-90. Да, и ну вот худая, и Ну, вот да, туда. как бы Ну, было бы странно, если бы я, знаешь, вот так показываю руку. Просто... вот такая. Да, знаешь, вот это, что это такое, знаешь, если бы я такой любил из серии, типа, вот 180, знаешь. А есть такие люди. Да, но я понимаю, почему. То же самое, как полные люди любят худых. Чтобы сохранить генетическое. Нет. Из-за психологического буллинга.
Хм. Интересно. То есть у них, то есть те, кто очень худые, их булят, что они супер худые. И из-за этого у них в типажах идет типа та, которая типа намного полнее меня, то есть она совсем другая. Тогда Ты- это объясняет вот эти роли. Да, и это из крайности в крайность идет. И это уже вот психологическое идет момент. Ну ладно. Потому что тогда Нет, всё равно ребенок получится. что-то среднее. Да, для них. Но только ребенок не получает что-то среднее, потому Да, что биология он- так не работает. Да, она... Или что-то одно, или что-то нет, другое преобладает. может такое случиться, что Но- что-то среднее выйдет, но это миллиард. Это шанс на миллиард. Да, то есть, типа, это не уравнение. Биология это не уравнение. Это, к сожалению, так не получится, поэтому просто, например, полный будет надеяться, что ребенок получится худым, ну, что... А худой надеется, а худой, что она получится, ну, средней массы. Да. Но это так не работает. К сожалению. Знаешь, при этом всем другой вопрос, типа, это насколько люди немножечко тупые. Блядь. Ну, что поделать, не все хотят образование получать. Не все хотят слушать уроки биологии. Банально. Многие просто хотят сидеть дома, и чтобы муж приносил. Да! Возвращаемся к главной теме. Это выпуска. Ой. Что я могу сказать? Вот заканчивается наш первый выпуск. Только сейчас. Да. У нас примерно еще час до второй выпуск. Да, на этом все. Торжественное возвращение. Первый выпуск вышел больше часа. Ну, нет, мы еще редактировать же будем это всё. Да, но там исходника на 1:40. Поэтому всем спасибо. Спасибо, что были с нами, подписывайтесь, посмотрели, ставьте послушали лайки. это. Телеграм-каналы, конкурс. Не Не забываем. забываем. Заходим, подписываемся на наш канал. Все на халяву. Вот, поэтому как бы все круто, классно. Всем пока, ждите. Вы будете с нами. Поддержите нашу Даже жизнеспособность. Даже из психиатрии, в которой вы оказались после нас. Всем Даже так. Да. Не забывайте, кто вас довел до Все для вас, зато вы отдохнете. Это точно. Ну, как иначе. Вот, на этом все. Всем спасибо, всем пока. Слей!